Друзья, привет! Топ-5 ТВ-боксов дороже $100 из Китая на февраль 2021 года на канале Технозон. Поехали! Слушайте, топ-5 обновился совсем немного, но все-таки обновления есть и даже перестановки внутри самого топ-5. И мы его не обновляли буквально пару месяцев и все ждали, когда произойдет какое-то изменение, появятся новинки. Особо ничего не произошло, появился один новый игрок и некоторые игроки рокировались в своем топе между вторым и, скажем так, четвертым местом, третьим местом. И на это есть определенные причины. В общем-то, все ссылочки на обзоры того, что мы представим в сегодняшнем топе, плюс ссылки на проверенных продавцов на эти топ-5 тоже внизу в описании под видео мы разместили, и все так интересно, там как и розыгрыш, ссылка на условия розыгрыша PlayStation 5 на момент съемки этого видео, поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы это все не пропустить. Ну а мы начинаем. Итак, на пятом месте все так же держится Smart TV Box Minix U22XJ. При этом мы делаем оговорочку, что он держится здесь только из-за того, что на него существует порт прошивки от Yugus. Это конфигурация 4х32 с 5 ГГц Wi-Fi на iMlogic S922X-J процессоре. В принципе, неплохой сборкой, очень хорошей системой охлаждения, нормальными, скажем так, набором портов. Мы делали сначала обзор, мы ее захейтили, потому что очень много различных было моментов на родной прошивке, и мы на родной прошивке его не рекомендуем. Родная прошивка полное дерьмо, но на прошивке от Yugus это достаточно интересный бокс, но при этом почему на пятом месте? Цена, ребята, цена просто-напросто зашкаливает. И зашкаливает за базовую версию вы заплатите $169.90 при доставке из Китая. Это невероятно большая цена. Поэтому это, в принципе, пятое место. И не сильно-то он мне нравится, но ладно. Четвертое место. Hades VM3. Да, он ворвался в прошлый топ, и он усиленно укрепляет свои позиции. Это iMlogic A311D процессор с искусственным интеллектом. Это 4х32. Очень хорошие модули Wi-Fi. У него есть SATA интерфейс. Вот видите, на задней плате мы видим вот такой вот разъемчик SATA интерфейса. И на нее тоже существует порт прошивки Yugus на VM3. И вы знаете, настолько прикольная эта штука, что мы ее действительно рекомендуем на этом порте от Yugus. И это действительно мощный процессор. Если вот, допустим, в Minix, да, если мы вернемся в Minix, то там S922XJ на 1,7 ГГц, то здесь на 2,2 A311D. И плюс здесь есть установки, возможность Linux, есть Corelec, есть еще очень много различных сторонних прошивок и возможность заниматься разработкой, потому что это фактически одноплатный мини-компьютер, но с возможностями Smart TV бокса. И плюс на него существуют различные плюшки в виде HD звука. Вот видите, кстати, Android 9, Android TV, Symbian, Manjaro ARM, LibreELEC, Corelec, OpenWRT, Ubuntu есть. То есть вот, это заслуженное четвертое место, то есть мульти-ОС. За версию 4х32 вы заплатите $139.90. Мы его рекомендуем. Zidu Z9X и Zidu Z10 Pro. Это серия одна и та же, только в разном корпусе, один и тот же бокс, немножко разный форм-фактор. Они скатились на третье место из-за того, что у них начались непонятки с Netflix. Netflix был 4К, потом он стал 4К с 5.1 звуком, и потом что-то у них случилось с их тестовыми ключами, и потом этот Netflix то работает, то не работает. И пока он сейчас разбираются с этим сама компания Zidu, он сместился немного вниз, но при этом это остается один из очень крутых ТВ-боксов. Это вообще медиаплеер для просмотра торрентов онлайн, для закачивания этого самого контента. И вот даже то, что здесь автофреймрейт, мы не говорим, потому что по умолчанию все ТВ-боксы в этом, скажем так, в этом топе, они имеют автофреймрейт. Некоторые лучше, некоторые хуже, некоторые лучше поддержку имеют, некоторые хуже. Но Zidu имеет одну из самых лучших поддержек, прошивки пилятся постоянно идут обновления. Плюс наличие SATA интерфейсов, наличие декодирования звуков, именно декодеров True HD звука, Dolby Atmos, DTS-X, DTS HD Master, короче, делает их действительно претендентами вообще на топ-1, но это топ-3, потому что их нативный плеер работает с автофреймрейт, автофреймрейт работает только в нативном плеере, YouTube с AFR посмотреть, это честно вам скажу, та еще задача.
Ну и, конечно же, цена у этих плееров, она не, скажем так, не демократична. То есть, если брать Z10, то со штатным пультом европейская версия обойдется $349 с возможностью установки 3.5 жесткого диска, а Z9X вам, допустим, вот с европейской вилкой, обыкновенной базовая версия обойдется $229. Это дороговато, хотя у Zidu тоже одна из лучших картинок у ТВ-боксов, которые продаются в Китае. Теперь, второе место. У нас влетел туда Belink GT King Pro Wi-Fi 6. Это называется Belink GT King Pro 2021. Его разница, знаете в чем? Дело в том, что вообще они в этом Belink GT King Pro 2021 сделали невозможное. Я вижу, это первый ТВ-бокс, мы обзор опубликовали, это первый ТВ-бокс, который, скажем так, смог побить, вернее, взять максимальную производительность в iStorm Unlimited. То есть Unlimited, это значит, там не подразумевалось вообще какого-то лимита. А он, ну, оптимизировали так. То есть выпустили новый ТВ-бокс 2.2 процом с Wi-Fi 6. Там, само собой, лицензии Dolby DTS, классная конфигурация 4х64, Android 9. Есть Samba сервер, плюс там гигабитный LAN. Во всех вообще этих ТВ-боксах есть гигабитный LAN. Но вот эти материалы корпуса, он не греется вообще. То есть он классный. Классный, на него есть прошивка Android TV, тоже мы выпустили обзор. И вот, в принципе, он получился неплох. Второе место, заслуженное, в принципе, как и Belink GT King, простой на Wi-Fi 6, это 2020 Belink GT King. И там же в этом ряду стоит у нас компания Belink GS King X, потому что он действительно очень классный ТВ-бокс на все том же S922XH процессоре с лицензиями Dolby DTS. И плюс тут есть еще HD Hi-Res звук, 192 кГц, 24 бит. Ну, в принципе, Hi-Res звук есть и тут, и в Belink GT King Pro, в этом нет Hi-Res звука. Ну, даже мы их так переставим. Но они у нас заняли вторую планку, второе место. И все-таки вот первое место у нас держится Yugusa M6 Plus. То есть вообще, я вам скажу, смотрите, Yugusa M6 Plus стоит $160. Belink GT King Pro базовая стоит 151. Но поддержка Югуса, плюс возможность в пастру выводить до Dolby Atmos, плюс сейчас выходит, на момент съемки этого видео выходит сейчас прошивка 4, и там столько новых плюшек, столько новых фишек, и да, вы, наверное, справедливо можете заметить, что да, есть там вопрос, там, вот после некоторого обновления ломался LAN-порт, ну так на то и есть поддержка, есть чат поддержки, есть большое комьюнити, это все постоянно исправляют, 4-я прошивка вообще призвана это все исправить. К сожалению, вот эти все другие боксы, которые работают на портах от Yugus, они не получат прошивку Yugus выше 0.381, потому что Yugus после 0.381 применил шифрование своего ядра на физическом уровне процессора, то есть там есть возможность прописать ключ, это очень простым языком, и больше эти прошивки утекать не будут. И самые крутые прошивки в Китае будут именно на Югусах. И именно на Югусы, знаете, там говорят, а вот там брак есть какой-то, так их и покупают, ну, давайте сравним. Есть Belink, которого продано там 1000, а есть Yugus, которого продано там под 60 тысяч. И само собой, процент брака примерно у всех один и тот же, от 1 до 3% брака. Но на 100 тысяч проданных это будет, допустим, там от 1000 до 3 единиц брака, а на 1000 проданных это будет сколько? 30-100. И тут, конечно же, кричащих будет больше. Но давайте учитывать, что и процент удовлетворенных покупателей тоже больше. Я советую вам посмотреть наш обзор вот именно на этот Yugus M6 Plus. А еще он может проигрывать Dolby Vision. Вот, Dolby Vision фильмы, торренты, Dolby Vision. У нас уже было видео про Dolby Vision торренты. С помощью определенного плеера, ссылочку мы разместили в описании под видео. Это вот Yugus M6 Plus, это пока что венец творения из Китая. Про Shield не нужно мне говорить, это всемирный топ, и он у нас есть. А вот из Китая, если вы хотите брать, то по цене и по качеству исполнения, и по поддержке, это мы считаем топ-1 в цене свыше $100. Есть как есть, ребят. Что ж, все обзоры под видео, все детальные обзоры под видео. Я желаю вам хорошего настроения, хорошего дня. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет пальцев вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и топ-5 ТВ-боксов из Китая выше $100 на февраль 2021 года. Пока!